Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, хай-энд и не очень аудиогаджетов. С интересными новинками на рынке бюджетных наушников сейчас совсем плохо, но иногда все же можно найти кое-что интересное. Queen of Audio Adonis – это самая новая модель в линейке, она оказалась совсем непростой во многих смыслах. Queen of Audio – это дочерняя компания Kinera, использует все ее наработки в области звука и акустики, но со своим видением, собственной группы разработчиков и собственным маркетингом. В модели Adonis этого видения и немного странного маркетинга более чем достаточно. Во-первых, в разработке приняла участие японская певичка Мейн, которая получила статус посла Адониса и выбрала из нескольких предложенных инженерами Queen of Audio образцов тюнинга тот, который ей больше всего понравился. Я включил пару ее песен в трек-лист, можете ознакомиться и составить себе впечатление о том, что могло ей прийтись по вкусу. В дизайне наушников тоже было учтено ее представление о внешнем виде, поэтому они такие яркие и блестящие. И если мы взглянем на коробку, то сбоку увидим эту надпись, что означает «звук не только для мужчин». Так что у кого есть проблемы с солидностью наушников и блестками, имейте в виду. Но красивые, в этом наушникам не откажешь. Кстати, об упаковке. Коробка большая и яркая, полная очень качественных амбушюр. В комплекте идет великолепный по качеству кабель и отличный, я бы сказал, премиальный чехол. Что касается названия, то вслед за Kinera, которая углубилась в Северный пантеон, это имя божества из древнегреческой мифологии, символ красоты, весны, плодородия, чувственного удовольствия и всего в таком духе. Надо сказать, название наушникам очень подходит. Во-вторых, видение инженеров ярко проявилось в корпусе и начинке наушников. Корпус частично изготовлен из стабилизированного дерева, по слухам из березы, которое утоплено в традиционной смоле. Если честно, где там дерево понять сложно, на ощупь и на вид это обычная 3D-печать с внутренней текстурой. Внутри находится динамический драйвер и две балансные арматуры. И вот тут начинается самое интересное. В центре всего звучит всепогодная арматура Knowles. Всепогодная в том смысле, что она воспроизводит весь слышимый диапазон, в том числе и почти весь бас. А динамический драйвер воспроизводит по большей части саббас. И получается, что бас звучит резко, четко, быстро, упруго, с отличным разрешением, но при этом плавает на подушке из глубокого и протяженного саббаса. Тут и проявляется та самая красота и чувственность. Звук одновременно энергичный и обволакивающий. Нужно еще учесть, что на звуководах два отверстия, к одному выведена акустическая трубка динамического драйвера, а к другому от двух арматур, так что они разделены физически тоже. Середина очень чистая, музыкальная, эмоциональная, слегка теплая и очень прозрачная. Воспроизводится она по большей части только одним арматурным драйвером Knowles и звучит очень приятно. Звуки и ноты просто повисают в воздухе, виолончель как будто находится рядом в комнате. Аналитичностью тут и не пахнет, но и детализация не страдает. Высокие же частоты, поддержанные отдельным кастомным арматурным драйвером, получаются тоже многослойными, как и бас, очень протяженными, с великолепным позиционированием. Сцена у этих наушников просто гигантская, инструменты не только звучат чуть левее или правее, они вообще далеко слева или справа. Область высоких частот полна энергии, но не привносит в звук резкость, только лишь чистоту и воздушность. Честно говоря, самое первое впечатление было от наушников, как будто бы это очень сильно улучшенные TRN VX, именно за счет собранного баса и энергичных высоких. Но, конечно же, у Adonis намного больше всего. Они звучат намного красивее, детальнее и взрослее. К сожалению, не обошлось без минусов. Мне они не сели в уши, особенно в правое ухо. Видите вот этот почти незаметный выступ? Я понимаю, что его назначение контролировать положение модуля в ухе, но в моем случае именно этот выступ куда-то очень некомфортно упирается таким образом, что длины звуковода никак не хватает, амбушюры не обеспечивают плотной фиксации и бас утекает. Более того, компенсационное отверстие расположено так, что я либо перекрываю его указательным пальцем, когда поправляю наушник, либо оно закрывается верхней частью ушной раковины, отчего очень сильно хрустит мембрана динамического драйвера, когда пытаешься провернуть корпус и устроить в ухе комфортно. Я перебрал всю свою россыпь амбушюр, но, увы, смог нормально посадить Adonis только лишь с пенными амбушюрами, которые не люблю и, как правило, никогда не использую. Но в этом случае они оказались спасением. С ними все стало так, как надо. Для меня это серьезный недостаток,
но я знаю многих, кто вообще не использует силиконовые амбушюры. По стилям с такой подачей звука Adonis справляются практически с чем угодно. Рок, металл, джаз, классика – все звучит отлично. С источниками тоже все в порядке. Да, наушники приветствуют хорошие и качественные источники, с которыми раскрываются полностью, но даже от простого внешнего ЦАП можно получить немалое удовольствие. Но, честное слово, не нужно тратить такой роскошный потенциал на примитивные источники. Для примера Grimes и альбом Miss Anthropocene. Пульсирующий бас и обволакивающий саббас создают настроение, а вокал и аранжировка окружают слушателя ярким и прозрачным облаком. Звук идет слоями, которые явственно скользят, как складки шелка. Отличное звучание. Simply 3 и альбом Volume 1. Тут многослойность звучания раскрывается в полной мере. Контрабас глубокий, насыщенный, виолончель звучит потрясающе красиво и детально, а скрипка в верхнем диапазоне вызывает мурашки по спине. Плюс огромная сцена. Вот уж где название наушников оправдывается полностью. Рок тоже звучит великолепно. Foo Fighters и новый альбом Medicine at Midnight. Гитары, женский и мужской вокал подаются тепло и мягко, но гитары ничуть не смягчаются, резкость и агрессия на месте, но каков тембр звучания. Да и новый альбом Accept на этих наушниках я прослушал не без удовольствия. Линдси Стирлинг и сингл Арена, кстати, советую посмотреть видео, очень неплохо. Скрипка в этих наушниках меня завораживает. Это потрясающе, как они передают обертона. И шикарный бас в комплекте. Вот я много говорю о басе, но Adonis бас не всеобъемлющий. Это не версия а-ля Битсы, это правильный бас, просто он очень хорош. Столько деталей в низком диапазоне я давно не слышал. Трек Sound of Blues, еще не вышедшего нового альбома Марчиба, демонстрирует великолепное сочетание вокала и, да, снова шикарного баса. Голос вокалистки никогда не был так богат нюансами. Adonis потребовали от меня некоторых усилий в понимании их звучания, но это того стоило. Лично я устал от большого количества однотипно звучащих китайских гибридов. Очень хочется индивидуальности и нового подхода к звуку. И Queen of Audio Adonis эту самую индивидуальность демонстрирует с избытком. Их звук разнообразный, многоуровневый, музыкальный и красивый, но не аналитичный, несмотря на выдающуюся детальность. Если бы они еще комфортно садились мне уши, цены бы им не было. Но это исключительно моя личная ситуация, думаю, что мало кто с ней столкнется. Ну и в любом случае пенные амбушюры решают проблему. Стоят ли они своих денег? Ну, в итоге я думаю, что да. Просто потому, что это не просто какой-то среднестатистический звук. Это вдумчивая работа инженеров с определенной идеей в голове, которую они успешно реализовали. А такое попадается нечасто, и лично мною всегда приветствуется. Adonis можно и нужно слушать, слушаться и находить новые нюансы в знакомой музыке, а это именно то, что настоящие аудиофилы постоянно ищут. Не стану прямо рекомендовать эти наушники всем подряд, кому-то не хватит баса, кому-то середина покажется излишне мягкой, но, как я много раз говорил, универсальных решений не существует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.